Значится, десятку европейских и не только международных форумов Арестович почетный спикер, а нашим маленьким чмошникам, пардон, комсомольцам нет. Но надо, чтобы не воровал и не поощрял воровство. К сожалению, до сих пор нам не везло. Стоп, а Зеленский не является таким человеком? Всем здравствуйте. Сегодня речь пойдет о моем любимчике, которого я давно уже не трогал, про Лешу Арестовича. За последнюю неделю он умудрился отметиться некоторыми скандалами. Два из них ярких, я хочу об этом поговорить. И не думайте, что это просто так, это важно. Первое, он дал интервью для канала журналистки Юлии Латыниной. И для людей неожиданно, для меня вполне ожидаемо, наехал на Зеленского, причем наехал в открытую. Я сейчас покажу вам два отрезка видео, внимательно, пожалуйста, послушайте, это нужно знать. Никакие поляки нашим коррупционерам не указ. Поэтому при всем уважении к полякам, как воровали, воруют и будут воровать, пока народ с ними не разберется. Или другие, но наши же отечественные политики. Украине нужно всего лишь одно, вот одно. Ни союз с Польшей, ни союз с США. Это все хорошо. Это потом. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет. Да, вот все. Все остальное мы сделаем сами. Чрезвычайно креативная нация. Она сделает все сама. Украинцы. Но надо, чтобы не воровал и не поощрял воровство. К сожалению, до сих пор нам не везло. Стоп, а Зеленский не является таким человеком? Но он до конца не поборол коррупцию. Примеров огромное количество. Понятно же, можно сказать, что война. Понятно, что можно сказать, что 2 волны ковида. Но с моей точки зрения, война как раз и хороший повод. Применить экстраординарные меры и разобраться с коррупцией. Но, как мы видим, еще к сожалению, не до конца. Мягко говоря. Например, что вас возмущает? Вот особенно. Что меня возмущает? Угу. Ну, как вам сказать? Ну, вот у нас, например, губернатор Запорожской области задержали на воровстве этой самой. В воровстве гуманитарной помощи. Вагонами, сотнями вагонов. Разоровал. Это должность, на которую назначает президент. Ну, правда, президент же дает команду, дает же и команду, как это соответствующим органам, правоохранительным работать по таким людям, но тем не менее, как мы видим, как минимум кадровый отбор хромает. Сильно. И потом он же не день это делал, не 2, он делал это месяцами. Как ходит обратный сигнал от общества? Например, у нас у бизнесменов арестовывают налоговые накладные. И потом вымогают за них деньги, за их разблокирование. А если счета предприятия арестованы, мы же понимаем, что предприятие стоит. Это во время войны. У нас 1 июля возвращают проверки на предприятие. Это в разгар контрнаступления. А проверки как проходят, все знают. Раскрываются двери, показывается корочка, давайте конверт. Ну и так далее, и так далее. Тут как бы не все так благополучно, как кажется. И это не изменилось с войной? Не изменилось. А где-то даже усилилось. Интересно получилось, да? Получается, что все то, что он говорил, находясь официально на работе в офисе президента, не что иное, как просто порожняк, вранье, очередное вранье. Вся публичная деятельность Арестовича, она вся построена от А и до Я на вранье. Два разных человека, заметьте. Первый заход на работу к Ермаку и Зеленскому тоже пел одну песню, обманывал вас всех. Только ушел, сразу там гневный пост был, потом случилась война, вернули, сейчас то же самое. Я хочу обратить ваше внимание. На кого это очень похоже? Я вам напоминаю, был такой предшественник Ермака, Андрей Богдан, бывший глава его офиса. После того, как Зеленский дал ему пинка под зад, он дал Гордону 4 или 5-часовое огромное интервью, где 5 часов поливал Зеленского. И какой Богдан реформатор, все негодяи. Это сейчас сразу подчеркиваю для особо одаренных комментаторов. Я не отбеливаю Зеленского, я его презираю. Сейчас чуть речь о другом, попробуйте понять, пожалуйста. Так вот, я просто по своим понятиям жизненным не приемлю, когда человек, который как бы на работе, принят в определенный круг, чирикает то, что нужно, а потом, когда его отправляют во свояси, он начинает резко все разоблачать и рассказывать, как было неправильно. Такими действиями, как и Богдан, как и Арестович, для меня становятся людьми, с которыми нельзя иметь дело. Это люди несерьезные, потому что серьезные люди так себя не ведут, и люди с понятиями себя так не ведут.
Буквально месяца 3-4 назад тот же Арестович давал большое интервью Гордону, где рассказывал, что он Зеленского сбивать не будет. Зеленского я сбивать не буду, на выборы я не пойду, если пойдет Зеленский. Я вас уверяю, и тогда я снял видео, и вам это в принципе предсказал, замечу без ложной скромности, что потом все резко поменяется, когда придет время выборов. Вот Алеша делает сейчас первые шаги и дает первые сигналы именно к этому. Для чего так поступать? А я объясню. Арестович такой тип человека, которому все равно, в принципе, если бы он находился в данный момент времени в России, он бы смело работал бы на режим Путина за большие деньги вообще без проблем. Это не тот человек, который имеет какую-то идеологию, который как-то себя самоопределяет. Он себя самоопределяет как нарцисс, всезнайка, самый лучший, самый великий, просто мега-человек. Все остальные отдыхают. И где находиться в этот момент не столь важно. Самое главное, чтобы от него кайфовали и деньги лились рекой. Хомячки продолжают покупать его курсы, бог с вами. Но, пожалуйста, пожалуйста, не дайте ему, это я вам сейчас еще больше интересного расскажу, не дайте ему третий шанс опять прокайфовать с вас всех. Когда был Майдан в 2014 году, он, находясь там на Крещатике, в кафешечке на втором этаже, попивал кофеек и наблюдал, как там все происходит на Майдане. А потом свою великую аналитику давал. Точно так же произошло здесь во время войны. Пока мы с вами теряли кто-то людей, кто-то имущество, он с экранов телевизора рассказывал 2-3 недельки, бизнес, выходите работать и все остальное. Понимаете, как все случилось? А теперь посмотрите второй отрывок интервью Латыниной. Украины, как обстоит дело с расследованием? На территории Украины они взрывались, естественно, не сами. Это был организованный взрыв, организованный те же самыми россиянами. Взорвалось на них 220 тысяч тонн боеприпасов. Для примера, за все время АТО, то с 2014 года по началу широкомасштабной фазы войны, мы израсходовали 70 тысяч боеприпасов, взорвалось 220. В 3 раза больше. До сих пор не расследовано, до сих пор виновные не названы и не наказаны. Вот и все. Вот вам коррупция. Я вам еще больше скажу. Израиль в 1947 году производил 1000 минометов. Производил в гаражных мастерских, потому что заводов не было. Мы на 2014 году, страна с космической индустрией, не можем произвести собственные минометы. Или так сказать, можем, но не производим. Или у нас недавно объявили широкомасштабную программу беспилотникам 20 миллиардов гривен. Ля-ля-ля-ля-ля. Это 14-й месяц войны. Что вы делали до этого 14 месяцев? Хочется спросить объявлятелей программ. Ну и таких примеров очень много. Так все-таки почему не изловили, ну не то, что не изловили, не показали на тех, из-за кого взрывались снаряды? Ну, главное следствие же не выйти на себя, правильно? Это очень тесная порука круговая людей, уполномоченных за хранение, людей, уполномоченных за производство, людей, уполномоченных за контроль и расследование. У них переженены дети, они все кумовья друг другу. Они находятся в тесных экономических, личных отношениях и так далее. И так просто взять из семьи кого-то отдать, арестовать. Только из-за того, что вооруженные силы Украины и силы обороны лишились какого-то там количества боеприпасов. Да, 3 раза превышающего реальные нужды, которым мы могли бы до сих пор воевать. Ну, то такое. Ну, не будем же мы всерьез своих людей наказывать из-за того, что там солдату в Бахмуте нечем стрелять. Ну, правильно. Я просто Лешу не узнаю. Вы посмотрите, он и про экономику уже шпилит довольно правильные вещи. И про вооружение он правильные вещи говорит. Так может пора уже и фамилии называть? Может пора уже и про Резникова заговорить? А как он пел совершенно противоположные песни, находясь в офисе президента? Но... Пожалуйста, подчеркиваю, поймите, он же не ушел оттуда добровольно сейчас, он же не написал заявление и не выступил всем, сказал, я больше не могу врать, извините. Он начудил после того, как там случился инцидент с ракетным обстрелом в Днепре, вы помните этот скандал. То есть это не добровольное было, и он обиделся, просто обиделся и решил поливать. Вот такая ситуация. А вам его будут пытаться сделать президентом. И то, что сейчас делает Арестович, это такое... потихонечку начало, ничего другого, кроме как предвыборной кампании. Свой прогноз я уже давал, кто не слышал, повторюсь. Я считаю, Арестович займет нишу латентных сторонников русского мира, такой ваты-полуваты. Всех тех ошметков, которые отсоединятся от ОПЗЖ, партии Шария, вот это вот все. Кому еще мало войны, ужаса, ракет над головой,
Они спокойно за Арестовича будут топить. Вот что сделает Арестович. По моей информации, спонсоров профинансировать все это безобразие очередь. Идем дальше. Значит, подписчик у меня есть, студент КНЕУ, и поведал мне довольно-таки интересную историю. Сейчас вы на ваших экранах можете видеть постер анонса лекции, выступления Арестовича в этом университете. А теперь смотрите то, что мне сбросил этот студент, мой подписчик. Внутренние переписки между студентами, я так понимаю, телеграм-канал или группа между студентами КНЕУ. Вот они там обсуждают, делают голосование, нужно ли приглашать Арестовича или нет, и все это обсуждается. В итоге студенты, молодежь постановила, что, как сейчас модно говорить, приглашать Арестовича это кринж. А теперь я вам сейчас зачитаю пост, который после того, как его отфутболили уже и КНЕУ студенты, не дали выступить, сказали, нахер, сказали, зачем ты нам здесь нужен. Послушайте, пожалуйста, какой пост он написал у себя в соцсетях. Гуляю как-то я с ребенком, подходит студент и говорит, я из КНЕУ, из студенческого самоуправления, хотим пригласить вас лекцию, беседу провести. Ну, молодежь для меня святое, я сразу согласился. Оговорили дату, тему и даже постер. Как он мне присылает, что их студсовет решил не приглашать одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспільства. Значится, десятку европейских и не только международных форумов Арестович почетный спикер, а нашим маленьким чмошникам, пардон, комсомольцам нет. Так вот, люди, особенно фанаты Арестовича, я вам дословно говорю, кто вы. Вы чмошники, и это не мои слова. Так вас называет сам Арестович. Также он будет называть всех тех, кто за него не захочет голосовать. И даже тех, кто за него проголосует, вы все равно чмошники. В понимании Арестовича. Вот так все. Очень просто. Где здесь уважение? Здесь есть какие-то понятия. Про какие-то международные университеты, почетный гость. Меня тошнит от этого. А свою точку зрения я прошу вас написать у меня в комментариях. Но возвращаясь к политике и к Бодену, это очень опасное явление. Я хочу заострить буквально на этом ваше внимание. Потому что впереди политика. Война рано или поздно, так или иначе, в тех или иных границах закончится. Это тема отдельных видео, стримов. Напоминаю, каждое воскресенье в 20:00 я провожу стримы, прямой эфир. Присоединяйтесь. На прошлой неделе мы поставили рекорд. Более чем 4500 зрителей одновременно. Так вот, как только начнется политический процесс, риторика очень многих поменяется. Я вам уже сегодня в телеграм-канале выставлял, там Разумков в касках фотографируется, потом всплывает фото Разумкова с Петей Порошенко. Идут кулуарные игры. Это знаете, как в легкой атлетике. На старт, внимание, марш. Так вот сейчас позиция на старт. Они в начале, они договариваются кулуарно. И как только пойдет сигнал с фронта, так или иначе это будет, поверьте мне, расстроит нас это или обрадует, дай бог, по итогам так называемого контрнаступления, в которое я не очень верю, но повторяю, тема отдельного разговора. Как бы там ни было, рано или поздно начнется предвыборный процесс. Я еще раз говорю, по моей информации, кулуарно он уже идет. Они расставляют все по позициям, они договариваются. Спонсоры решают, в какую корзину сколько им положить. Ничего вам это не напоминает. А знаете, что мне это напоминает? То, как мы жили до войны. То, как Украина жила до войны. И если вы хотите так жить дальше, тогда вы можете смело переключаться, отключаться от моего канала, отписываться и слушать всю эту шваль. Если вы понимаете после всего происшедшего, а если вы умный и молодец, вы еще раньше понимали, так жить дальше нельзя. Я не состою в оппозиции ни к Пете, ни к Зеленскому. Я лично состою в оппозиции к системе управления государством. Гниль. Вот как можно нашу систему управления государством охарактеризовать. И наше государство, не страну, подчеркиваю. Если вы того же мнения, вы обязаны подписаться на мой канал, поставить колокольчик, присутствовать на стримах. Я создам движение. Я жду всех единомышленников или тех, кто хочет разобраться, чтобы вы примкнули к этому движению и вместе оказать этому сопротивление. Пока во время войны у нас единственный метод – это YouTube, это соцсети, это медиадавление. Пусть Зеленский заканчивает эту войну. После этого мы разберемся со всеми. Без Майданов, без ничего такого. И Арестович – это очень важный персонаж в этой игре. К сожалению. Я бы никогда не подумал. Я этого человека наблюдал еще со времен Майдана и раньше. Он ничего из себя не представлял. В моем понимании не представляет. Но очень многие считают его страшно умным. Но, опять же, в моем понимании жизни огромное количество прочитанных книг и даже супер-мега образование – это еще не все. Это еще не все. Да, Арестович начитанный, да, он образован, нет вопросов. Но что он вам рассказывает, что он вам предлагает? А главное, это качество этого человека. Подлость в нем проявляется. Но от и до. Уже было 1000 моментов.
Это я вам не хочу сейчас кое-что еще личное, не пришло время рассказывать. Такие деятели, как Разумков, Арестович, Наталка Мосейчук, Притула, все остальные, это не должно быть будущим политики Украины. Предприниматели, делайте свою партию, создавайте свою партию. Эмигранты, которые вернутся в Украину после войны, которые сейчас возвращаются. Не займетесь политикой, политика займется за вами в очередной раз. Потому что война – это тоже не какое-то отдельное от политики явление. Я прошу вас это понять. Пришло время все переосмыслить. У нас молодая страна. Какие арестовичи вообще могут быть? Думайте, разбирайтесь, пожалуйста. Люди, я прошу вас. Сейчас все современные средства информационные, интернет позволяют вам это сделать без проблем. Это не так, как раньше. Шушу-мушу, радио «Свобода» на кухне, приемник люди слушали в Советском Союзе. Все уже иначе. Уже больших мозгов не надо, чтобы разобраться. Я вас прошу. И буду рад, если вы присоединитесь ко мне и к моему каналу. И вы узнаете очень много интересного. По этим случаям с Арестовичем я прошу написать ваш комментарий, вашу точку зрения, это важно. И до новых встреч. Я обещаю, следующее видео будет очень интересными. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.